Привет, друзья! Я вам обещал снять видео про Kaufland, один из популярных супермаркетов в Молдове. И вот сейчас иду за продуктами. Несмотря на то, что я уезжаю из Молдовы через 3 дня, решил купить кое-какие продукты, необходимые мне, и покажу заодно вам обзор. Если вы не хотите пропустить мой рассказ, почему я уезжаю из Молдовы, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, так алгоритмы YouTube продвигают видео, и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить видео. А теперь обзор магазина Kaufland. И сразу же около входа нас встречают фирменные акционные товары, консервы, горошек зеленый, грибы я даже такие никогда не пробовал. И обязательно гордость Молдовы, все возможные яблоки. Даже видите, на упаковке написано Молдова. Также ягоды, в том числе не сезонные, и цена на них не сезонная. Голубика, облепиха и даже красная смородина. Есть айва, ну на рынке гораздо лучше выбор, все-таки стоит там посмотреть. Дальше опять яблоки, груши, цены вы сами видите, они указаны в молдавских леях. Вы можете в интернете перевести по актуальному курсу валюту вашей страны. Кстати, все эти продукты можно найти и на рынке при желании, и даже дешевле. А вот на гранат, кстати, я что-то не заметил цену, но помню, последний раз на рынке видел, его продают поштучно или на развес. Если он красивый, большой, вкусный, сочный, то одна штучка будет стоить примерно 25 лей. Поменьше и такой невзрачный, где-то 25-30 лей килограмм. Ну, хурма здесь тоже не самая привлекательная, хоть и стоит 17 лей, но я беру на рынке. 25 лей килограмм, она мягкая, очень сочная и вкусная. Да, помидоры сейчас тоже подорожали, все-таки это уже не сезонный продукт, но в среднем я плачу за килограмм 30 лей. Тут же холодильник с различными салатами уже готовыми, спаржа, ну мне кажется она огромная, кто знает, любители, напишите в комментариях, пожалуйста. Огурцы тоже уже сезон прошел, поэтому они 36 лей и такие невзрачные. А вот капуста 5,5 лей за килограмм. Кальраби дороже. Грибов тоже очень много молдавских. Видите значок, цветочки? Это значит продукт произведен в Молдове. Kaufland таким образом помечает продукты, сделанные в Молдове. Батат очень вкусный и полезный. Вот картофель. Я его не ем. Не самый полезный продукт для здоровья и экологии. Ну, кто ест, пожалуйста, вот цены смотрите. Тут же напротив овощей и фруктов всевозможные готовые напитки для любителей, в том числе и кофе, готовые круассаны, бургеры. Но будьте осторожны и помните о насыщенных жирах, которые ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, обязательно сниму хлеб, социально значимый продукт. Я его не покупаю, не ем, но для многих это важно, поэтому смотрите. Местное производство тут же можно нарезать и фабричное. По пути заглянул в отдел с напитками, соки в том числе местного производства. Магазин огромный, все снять невозможно, иначе мне придется провести здесь целый день. Уже 4 года не заглядывал в этот отдел с конфетами, пирожными, тортами. Ну, для вас, дорогие зрители, заглянул, смотрите цены, что вам интересно. Но напоминаю, продукты содержат огромное количество насыщенных жиров и трансжиров, что чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, ну тут всякая гадость, на которую вообще не стоит смотреть. Тут все для кондитеров-любителей. Каждый товар невозможно показать, снял в общем. А напротив орешки, сухофрукты, местные товары и импорт. Отдел с растительными маслами, очень здоровый отдел, всем рекомендую. Ранее брал вот это греческое оливковое масло, но понял, что не совсем выгодно. Теперь беру в Numero Uno. Обзор этого супермаркета я снимал ранее. Кто не успел посмотреть, обязательно посмотрите. Ссылка вверху. Там можно купить 3-литровую упаковку греческого масла чуть более чем за 400 лей. Очень выгодно.
Тут тоже всевозможные консервы, фруктовые, можно найти персик, яблоко, ананас, личи, компот, все, что хотите. Кстати, очень много консервированных грибов. Я, если честно, лет 15 их не ел. Пишите в комментариях, кто любит консервированные грибы. Пробегусь быстро по крупам, мне в принципе ничего не нужно, там есть остатки еще у меня, нужно доесть перед отъездом. Цены разные, все зависит от производителя, рис, гречка, нут, фасоль, чечевица. Кстати, рекомендую все-таки бурый рис покупать, именно в оболочке содержится клетчатка и витамины, в том числе витамины группы В. Белый шлифованный рис практически не несет никакой пользы. Очень полезный красный рис, бурый, но цена на них, конечно, гораздо выше. 60 лей за красный рис, бурый рис стоит 38 лей, по-моему. А эта дорогущая фасоль привезена из Египта. Не знаю, что в ней такого, но стоит она недешево. Вот еще одна полка с консервами. Огурцы, томаты, различные овощи. А это мой любимый отдел — макаронные изделия. Часто готовлю пасту и беру всегда из твердых сортов. Смотрите, чтобы там не было яйца, только мука твердых сортов и вода. Итальянские макарошки здесь стоят не так уж и дорого.
А это полки-ловушки для тех, кто якобы ведет здоровый образ жизни и правильно питается, но ничего здесь правильного я не вижу, к сожалению. Холодильник, да здравствует, неалкогольная болезнь печени. Ой, простите, это холодильник с какими-то акционными товарами, сосиски, колбасы, какие-то масла, полуфабрикаты и прочее. Очень быстро пробегаюсь по холодильникам с молочкой, я практически ничего не покупаю, ну, кому интересно, смотрите, вот, по-моему, целые ведра сметаны стоят, йогурты, кефир и так далее. Сливочное масло, цены вы видите, но напоминаю, те, кто следит за своим здоровьем и те, кто ценит себя, берите больше растительных масел. Именно они содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают нас от сердечно-сосудистых, эндокринных патологий, профилактируют деменцию и многие другие хронические заболевания. Помните, масла твердые содержат много насыщенных жиров, вредных, а жидкие масла богаты ненасыщенными жирными кислотами. Содержание насыщенных жиров в суточном рационе не должно превышать 7-8% от общего количества жира, то есть примерно 93% должно быть ненасыщенных жирных кислот. Решил взять пару шариков моцареллы, беру с наименьшим содержанием жира. Те, кто любит сыры, старайтесь брать молодые, не выдержанные, там меньше насыщенных жиров. Кстати, вот заметил местного производителя по более выгодной цене и всего лишь 14% жира. Уважаю таких производителей, именно они способствуют оздоровлению нации от сердечно-сосудистых заболеваний. Дальше рыба и морепродукты. Сегодня я себя балую по акции семга 299 лей. Возьму маленький кусочек. Эти холодильники я пробегаю, продукты такие не ем. Еще всевозможные сыры из разных стран мира вам могут отрезать любой кусок. Вот брынза. Любимые оливки, часто их беру, вот эти цветные, традиционные греческие, пожалуй, возьму грамм 300. И привет передаю продавцу, очень милая, добрая, позитивная женщина, говорит, узнала мой голос, смотрела выпуск про Кишинев. Кстати, кто пропустил, обязательно посмотрите, ссылка появилась вверху. А вам желаю оставаться такой же позитивной, несмотря ни на что. Дальше холодильники с готовой продукцией, в том числе и кондитерские изделия, пирожные, торты. Еще мне нравится в Kaufland холодильник с вегетарианской продукцией. Она не дешевая, но можно найти по акции. Вот, например, соевые продукты, сыр тофу, молоко и многое другое.
а здесь представлены рыба и морепродукты уже в консервированном виде. Так, на это стараемся вообще не смотреть, но каждый делает свой выбор. Пожалуйста, вот смотрите. Еще очень много морозилок с полуфабрикатами, фруктами, овощами. Снять все невозможно, но постараюсь хотя бы в общем вам показать. Также в этом супермаркете можно найти все необходимые товары для дома, личной гигиены, питомцев. Тут можно подобрать себе шампунь как для женщин, так и для мужчин, мыло. Крем от всех известных производителей масс-маркета. Цены на товары видны хорошо, вы можете их сравнить с ценами в супермаркетах вашей страны. Напоминаю, цены указаны в молдавских леях, вы можете перевести в интернете по актуальному курсу валюту вашей страны.
Сразу за бытовой химией идет отдел товаров для домашних животных, где можно купить корм и различные аксессуары. А тут совсем не сезонный продукт, это мороженое, и мы уже приближаемся к кассам. Я оплатил свою покупку, набрал много ерунды, но 3 дня осталось, можно себе позволить. 405 лей мне вышло, смотрите далее обзор покупки. Итак, я купил яблоки чуть более килограмма, вышло мне на 12 лей. Моцареллу молдавского производства, 14% жиров по акции. Традиционные греческие оливки Каламата. Сыр тофу, кстати, с 50% скидкой. И взял вкуснейший кусочек сырой семги по акции 299 лей за килограмм, мне вышло на 187 лей. И помидоры мне вышли без малого 32 лея. Благодарю за внимание, если было интересно, поставьте лайк и до встречи!